Сроки прогнозировать вещь неблагодарная, но это не растянется на многие-многие годы, как некоторые говорят. Я думаю, что все-таки нет. Да, это может продлиться и год, но, опять же, она может разные фазы проходить, эта война. То есть, может все вернуться близко к тому, что было 23 февраля, в канун, собственно, начала так называемой этой операции, начала войны, и долго оставаться в этом положении, потому что у Москвы есть какие-то возможности сохранять статус-кво. Но, опять же, это подтачивать будет как раз война со всем миром. То есть, где-то она горячая, как с Украиной, а где-то она война экономическая, геополитическая там, и так далее. Поэтому я все-таки убежден, что Россия, Москва ее проиграет. А вопрос, какими будут потери, как быстро произойдет обвал. Вы знаете, Советский Союз ведь тоже обвалился. Ну, в общем, при том, что все Да-да. ждали, ну, почти одномоментно. И они сами дернули вот как раз тогда чеку, вот придумав это ГЧП, остановить весь этот процесс и так далее. Отчасти это похожая ситуация. Путин тоже зачем-то дернул эту чеку на границе. И поэтому он ускорил этот процесс, и, возможно, распад уже неизбежен. В какие сроки? Вот этот вопрос остается открытым, я вот боюсь прогнозировать. Но, тем не менее, повторяю, мне более реальным кажется месяцы, чем годы. Президент Украины Владимир Зеленский высказал надежду, что он хочет, чтобы война закончилась до зимы. Ну, горячую фазу это вполне реалистично сделать. Все упирается в поставки. Если поставки вооружений были начаты еще в мае месяце, как мы это и ожидали в конце мая, что придет нам, начнут поступать бригадные комплекты вооружений, то уже сегодня мы могли вести с вами разговор о контрнаступательной операции. Ну, пока что все как-то так плавно сдвигается ближе к осени, поэтому есть шансы. Все упирается в то, когда начнут поступать вооружения. Вот тогда мы будем понимать, но это абсолютно реальные сроки. Если исходить из самого характера войны на истощение и намерения Путина вести войну и готовности украинцев сопротивляться, я бы в качестве первой, самой близкой, самой аккуратной, самой скромной цели, или цели, не цели, а горизонта поставил бы 3 года, январь 2025 года. И у этой даты есть совершенно четкое объяснение. Не какой-то абстрактный зима, не зима. Военные действия происходят зимой и летом, весной и осенью, ночью и днем. Безотносительно к тому, идет дождь, палит солнце, морозы, ливень идет или засуха стоит. Не имеет значения. Военные действия круглогодичные, круглосуточные, не влияют на это, никакие сезоны не влияют. А что влияет? Влияет политические решения. Главным политическим решением в этой войне, войне коалиции, с одной стороны, путинская коалиция, путинская лукашенковская, в которой, понятно, Лукашенко какую роль исполняет, а вот и антипутинская коалиция, в которой главную роль, естественно, играет Украина и ее союзники. Изменение баланса соотношения сил между этими двумя коалициями возможно в том случае, если в Белом доме, в кабинете президента в Белом доме в Вашингтоне появляется другой человек, который совершенно иначе относится к обязанностям крупнейшей, важнейшей, сильнейшей страны западного мира, демократического мира, к выполнению своих обязанностей по поддержанию мира, безопасности, территориальной целостности стран в Европе. Как только там появляется другой человек с другим пониманием, например, как Рональд Рейган, Гарри Трумэн, Франклин Делано Рузвельт, Джордж Буш младший, Дональд Трамп, они все в этом смысле, независимо от политической принадлежности, независимо от политических партий, эта война решается буквально в ближайшие часы. Потому что для этого даже не нужно участие непосредственно вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в этой войне. Достаточно просто нескольких скромных, очень убедительных слов, которых будет достаточно для немедленного прекращения военных действий и быстрого оперативного вывода всех российских войск со всех оккупированных территорий. Американские военные аналитики проанализировали предыдущие войны, которые проводил Советский Союз, затем Россия, и пришли к удивительным математическим результатам. Оказалось, что в тех случаях, в тех войнах, которые Россия победила, она достигала этой победы в течение 8 месяцев. То есть, если ей суждено победить в войне в Украине, это должно произойти до октября этого года. В тех же войнах, в которых Россия проиграла, она проигрывала в течение 1,5 лет. В связи с тем, что ресурсов у них небольшая страна, немало. То есть, если Россия суждено проиграть в этой войне, то она где-то проиграет ее к концу следующего лета. Протянется агония ее. Сложно сказать. Она может закончиться в любой момент. Путин раз и завтра умер. Там, да, она очень быстро закончится. А может там длиться еще месяцами. Там, до ноября, до декабря. И годами? Годами не знаю, но вот так вот, если все идеально, Путин же, в кавычках, Путин жив-здоров, то вполне со вспышками, с падением интенсивности, с новым поднятием может еще и до следующего лета эпизодическими вспышками идти.
Но активно, вот так вот, чтобы совсем уже активно, она замрет к зиме. Их не вытащит никакая российская экономика несчастная, не вытащит бесконечных попыток мобилизации, там, кидания войск и так далее. Они все, дураки заканчиваются даже в России, как ни странно. С военной точки зрения Россия может продлить эту войну, конечно, не по Киеву уже и не по Западной Украине, а только на территории Востока и на территории Юга. Но даже для этого России будет необходимо сделать мобилизацию или другим способом как-то добавить к тем цифрам военнослужащих, которые сейчас есть, еще как минимум 150-200 тысяч. Этого не получится просто на контрактной основе, кроме если не будет какие-то меры, припугивание даже этих срочников, чтобы подписывать контракты, но все это довезет до политических сотрясений. Поэтому, если считаться только с военной точки зрения, то они могут продолжить эту войну до конца года. У них есть, хотя они потеряли 15% своего, например, своих истребителей и вертолетов, но у них остается еще 85%. То есть они это могут продолжить. У них есть очень много техники, но нету достаточно реально офицеров и солдатов. По нашим оценкам, они до сих пор потеряли уже почти 30 батальонных тактических групп. Это огромное количество, огромный процент от всего. Сейчас мне кажется, что можно дать самую высокую вероятность на то, что это будет затяжной конфликт, который будет продолжаться долго, месяцами, если не годами, что российские войска будут там стоять, украинские будут их как-то выбивать, российские будут где-то продвигаться, будут тактические бои. Не видно, какое может быть дипломатическое решение, то есть что тут, на что тут может согласиться. То есть Украина никогда не согласится на то, что какие-то территории будут отторгнуты, уже очевидно. Россия не может сказать, что, извините, мы тут ошиблись, только пока Путин у власти. То есть пока Путин у власти, не видно, какое может быть здесь решение. Если только Путин будет каким-то образом потерять власть в России, тогда решение найдется быстро. Потому что никаких причин у этой войны нет, за исключением того, что Путин с ума сошел. Больше ничего. Я не вижу ситуации, при которой Украина может одержать военную победу. Потому что Путин не может этого допустить. То есть он для себя, он просто потеряет власть, потеряет все. Поэтому он не знает, что он может сделать в связи с этим, потому что он уже ввел практически всю свою армию туда. Я не вижу какого-то военного решения этой истории. И есть такое ощущение, что она может тянуться до тех пор, пока Путин у власти, к сожалению. Уже пора понять, что эта история надолго, что она не закончится быстро, ни в ту, ни в другую сторону, что не будет никакого перемирия. Потому что сейчас стороны загнаны в ситуацию, патовую. Общественное мнение от Зеленского требует, чтобы он продолжал, чтобы он сопротивлялся, чтобы он отвоевывал. Для России тоже невозможно сейчас никакой выход из ситуации, для Путина невозможно. Потому что ему надо как-то объяснять своим избирателям, своим сторонникам, что все идет по плану, что цели достигнуты, ради чего все это затевалось, ради чего погибли десятки тысяч российских солдат, украинских солдат, мирных жителей. Ему нужно что-то, что можно продать как большую победу. То есть, по крайней мере, до границ Донецкой области он вынужден будет продолжать наступление, а это еще многие-многие месяцы. Я думаю, что Россия военную победу одержать не может. Политическую победу просто это совершенно исключено. Но, к сожалению, ощущение такое, что война будет длиться еще долго. Просто потому, что Путин явно находится в ситуации, из которой у него нет никаких путей отступления. Ресурсы личного состава подходят к концу, и без всеобщей мобилизации Россия не может и не сможет обеспечить необходимую живую силу. Подходят к концу и запасы вооружения, по крайней мере, боеспособного и более или менее современного. Так что вести длительную войну в условиях экономических санкций, в условиях политической изоляции, в которой Россия оказалась, и даже Китай, на который делалась ставка в России, не готов обеспечить ей обход экономических санкций. Но все это подводит Москву к тому, что да, война в общем не выиграна, скажем так. Вот не то чтобы проиграна в данный момент, но не выиграна. Вот это важное различие. Соответственно,
нужно искать какой-то выход из этой ситуации. Но этот выход видится в Москве, как я понимаю, в том, чтобы, так сказать, зафиксировать, обеспечить себе аннексию тех территорий, которые оккупированы в ходе этой войны. Ребята, я не могу сказать. Если бы я знал, я бы сказал честно. У меня нет знания о дне окончания войны. И ни у кого нет. Поэтому нам надо набраться терпения. Я считаю, что эта война завтра не закончится. Я не знаю, закончится ли она через месяц или через год, но не завтра точно. Все будет зависеть от наших вооруженных сил, от помощи Запада, военной в том числе, и, конечно же, от санкций. Настоящих санкций, включая нефтяное эмбарго. Это крайне важно. Война закончится победой Украины и крушением путинского режима. Это если кратко. Назвать по датам, по часам я не могу, потому что постоянно примешиваются новые факторы. Но эти все новые факторы из разряда ожидаемых. И точно так же, как я, ваш покорный слуга, предсказал фантастический героизм украинской армии. Еще когда эта война оказалась мифом и невзоровской фантазией, точно так же я предсказываю, что будет и крушение, будет и крушение режима, будет и победа Украины.